Итак, здравствуйте, уважаемые коллекционеры, ценители нумизматики. Приветствую вас на канале Серебряный Скрудж. Сегодня у нас на обзоре канадская монета. Очень примечательная и интересная. Что можно не сказать. Название монеты один красимвол. Посвящена эта монета черным народам Канады. Она является одной из 8 монет. Их всего было сейчас выпущено 8 штук. Начало этой серии было положено в 2019 году. Вся эта серия посвящена черным народам. И эта монета является 8-й по счету в серии. Монета 2026 года. Название ее один красимвол, тобто символи Одинкри. На данный момент вы можете видеть коробку, в которой находится монета. Коробка сама по себе очень примечательная, выполнена из крафтового картона с тиснением. На самой коробке мы видим логотип Royal Canadian Mint, золоченый. Сама коробка не очень большого размера. Канадцы постарались сделать, чтобы она занимала как можно меньше места в вашем сейфе или в вашем кейсе. Они позаботились о том, чтобы у вас как можно меньше места уходило на эту монету, потому что пруфы нужно сохранять вместе с коробкой, футляром. Соответственно, все это занимает много места. Канадцы позаботились об этом. Коробка и сам футляр вышли не очень большие. Довольно-таки приятная сама коробка. Изготовлена качественно. Можете видеть тиснение картона черного цвета, как переливаются золотые оттиски. Royal Canadian Mint и их логотип на коробке. Ну что ж, приступим и откроем эту коробочку. Посмотрим, что же находится в середине. Ну, что мы видим? Футляр черного цвета, изготовлен, скорее всего, я так думаю, из хорошего кожзама. Также золотистый логотип на коробке Royal Canadian Mint. Покрытие матовое, без блесток, что в принципе очень приятно. На ощупь сама коробка мягкая, очень приятная в руках и небольшого размера, как вы видите. Ну что ж, настал момент открыть эту коробку волшебную. И мы увидим, что находится в самом футляре. Что же там интересного, что к нам пришло. Итак, открываем. Открыв коробку, мы видим саму монету и реверс. Середина коробки выполнена из черного бархата, что очень выигрышно в нем смотрится монета. Также в коробке находится сертификат к монете.
Сейчас мы видим сертификат. Я его открою. Посмотрим, что в самом сертификате. Ну, тут в основном описана специфика самой монеты. В данный момент мы видим, какого года монета. 2026. Номинал этой монеты 20 канадских долларов. Видим также, что очень примечательно, номер и тираж. Тираж этой монеты всего 5000 штук на весь мир. Номер порядковой этой монеты 1699. Это очень маленький тираж для канадской монеты 5000 штук, так как эти монеты по факту расходятся, скажем так, среди европейских любителей нумизматики. Особенно она быстро, больше половины этого тиража будет расходиться в Северной Америке, а в Европу и в Австралию фактически попадают крохи. Очень мало этих монет попадет в Европу. В основном их разбирают пользователи и нумизматы, коллекционеры Северной Америки. Здесь мы тоже видим Royal Canadian Mint, их логотип. Ну и технические характеристики самой монеты. Сама монета имеет вес 1 унцию. Серебро здесь 4 девятки самого высокого качества. Ну что ж, здесь находится также памятка о монете, где указаны, что изображено на монете. В данном случае вы видите, какие символы изображены на монете. Но об этом немножко позже я вам расскажу, когда мы будем обозревать саму монету. Что обозначают эти символы и где они находятся на самой монете, вы сами увидите на видео. Ну что ж, а сейчас мы приступим к самой монете, к этому маленькому шедевру искусства от канадских граверов. Увидим, что есть в ней, как они это использовали, какие технологии были применены в этой монете. Итак, приступаем к самой монете. Она очень красиво смотрится в футляре. Вы видите, это пруф. Лунный блеск канадского серебра высокого качества. Очень красиво смотрится в футляре эта монета. Но мы ее посмотрим ближе и рассмотрим, за что же мы заплатили такие большие деньги, как выглядит ближе этот пруф, что на нем есть, что на аверсе, что на реверсе. Итак, достаем монету. Я сейчас попробую ее достать. Она так плотненько находится в ложементе. Итак, начнем с самого начала. Начнем с реверса, а вернее с аверса. Аверс здесь очень интересный. Вы сейчас увидите, какой здесь интересный аверс. Итак, переходим к аверсу. Сейчас я приближу.
Итак, в данный момент вы видите аверс этой монеты. Канада 2026 года. На аверсе изображен король-монарх Карл III. Посмотрите, как шикарно Стивен Розатти изобразил Карла III. Очень шикарный подробный портрет. Волосы, лицо, прорисовка бровей. Все очень красиво. Но самое главное в этой монете, обычно у всех классических монет, скучный аверс, монархи, все. А здесь канадцы очень постарались. И сейчас мы увидим всю эту магию этого портрета. Я начну играть цветом. И вот сейчас вы увидите, как загораются кленовые листья на фоне сам портрет. И как красиво загораются канадские листья на фоне. Они то уходят в темное озеро и блеск. И когда играешь светом, они появляются. Это очень красиво. Это современные технологии чеканки. Штемпели были обработаны лазером. Каждый кленовый лист. И при чеканке он теперь, когда играешь монетой, вы видите, как загораются эти кленовые листья. Высокие технологии применены в этой монете. Канадцы постарались и задали очень высокую планку для монет 26 года. Но отметим, правда, что и раньше они использовали этот фон для предыдущих монет этой серии. Но для классического портрета аверса, монарха, я считаю, они очень постарались. Поле вышло очень красивое в портрете. Оригинальное. Вы сами видите, как переливаются кленовые листья. Сам портрет очень четко выполнен. Все волоски на прическе монарха. Его лицо проработано. Очень четкий чекан монеты. Приятно смотреть на этот портрет и на аверс этой монеты. Гурт выполнен, вы видите, ребристый гурт монеты, что в принципе классика и придает ему вид монеты. Номинал монеты самой 20 канадских долларов. Это эмитент, тобто она имеет свою цену, как настоящая монета. Ну что ж, теперь перейдем к реверсу этой монеты. А реверс очень тоже интересный у этой монеты. Не будем спешить, дам вам насладиться этими переливами канадских листьев на портрете, на его фоне. Теперь перейдем к реверсу этой монеты. Он тоже очень примечательный и очень интересный. Ну что, сейчас вы видите реверс этой монеты. Все символы расположены по кругу и линейно, отходя от центра к краю. Очень интересное исполнение и расположение всех символов. Всего символов на монете 5 изображено. 5 символов. Сейчас вы видите все этих 5 символов.
я вам покажу и расскажу немножко о каждом этом символе. В центре монеты находится канадский кленовый лист, символ Канады. И от него по кругу и линейно отходят символы народа Анкры, Акан, символы Адинкры. Очень интересное расположение и очень интересные символы. О них стоит рассказать отдельно. Все-таки канадцы постарались. Вы увидите, какая тонкая работа в монете, как тонко отображены символы, каждая линия. Это очень тонкий чеканка. Канадцы славятся чеканом в монетах. У них очень тонкие линии, очень хорошо отчеканены. Итак, сейчас, пока вы рассматриваете монету, я вам расскажу немножко о самих символах этой монеты. Что мы видим на этой монете? Итак, мы видим 5 символов. Итак, первый символ, который изображен здесь, это символ цепь. Символ единства и человеческих уз. Ну, символ, в принципе, рассказывает о том, что все мы звенья одной цепи, и как бы все связано в этом мире между нами, природой. Очень интересный символ. Он находится самым первым в маленьком кругу, в самом первом кругу, символ цепь. Итак, рассмотрим сейчас второй круг. Что мы увидим во втором круге? А во втором круге, ну вы сейчас увидите, находится такой немножко квадратненький символ. Сейчас я вам приблизительно пальцем покажу. Вот этот квадратненький символ. Это символ сиамские крокодилы, если в переводе. У них как бы 2 головы, но 1 живот. О чем рассказывает этот символ нам? Что разные судьбы, разные жизни, но все это объединяется в одно. Соответственно, символ это все объединил в одно. Единство и многообразие и общая судьба. Это сиамские крокодилы. Сейчас попробую вам показать. Вот этот символ. Вот он, сиамские крокодилы. Следующий символ. Земля имеет вес. Этот символ земли и бережливости. То, кто нужно относиться бережно к земле. Вот что обозначает этот символ. Он
Ну, изображение похоже на цветок или крест. Вы видите этот символ во втором круге. Сейчас я вам покажу. Вот этот символ, крест. Он вроде бы как крест, но и похож на цветок. Очень такой тонкий символ, красивый. Это божественный символ Адинкры, один из самых главных символов. Здесь вообще отображены все самые главные символы Адинкры. Символизирует этот символ цветок и крест, тобто духовность. Итак, четвертый символ. Четвертый символ – узел примирения. Он обозначает мир, прощение и гармонию. Этот символ тоже находится во втором круге. Сейчас я вам постараюсь его показать, где он находится. Даже он находится в третьем круге. Вот он где находится. Третий круг. Вот он с самого края. Это узел примирения. Этот символ символизирует умение договариваться о мире. Очень благородный символ. Символизирует умение находить общий язык между людьми. Очень примечательный символ. Итак, последний, пятый символ – это сердце. Символ находится тоже во второй линии, он в виде сердец, вы видите, таких два как бы сердца вместе. Ну, вы не пропустите этот символ, его сразу видно, похожий на сердце. Два сердца, только развернуты друг к другу. Во втором круге этот символ находится. Этот символ учит людей быть стойким к трудностям, сохранять спокойствие в трудную минуту. И умение ждать сквозь время. Одним словом, 5 символов этой монеты очень, так скажем, духовные и очень важные для самого народа Анкры. Можете видеть, еще раз рассмотреть эту монету поближе. Очень красиво она смотрится. Ну, еще раз перейдем к аверсу этой монеты. Аверс очень примечательный и очень красивый. Еще раз перейду к реверсу. Что можно общего сказать по этой канадской монете? Ну, монета очень хороша в целом. Канадские
Граверы приложили много усилий, чтобы создать эту красивую монету. Я считаю, она достойна любой коллекции. Очень красивая монета. Поместим ее назад в ложемент. Монета очень красивая. Вы видите сами. Я думаю, она достойна вашего внимания, так как канадский монетный двор, скажем так, постарался в этой монете вложить все свои технологии чеканки. Здесь все сделано на высшем уровне. Сама монета в качестве пруфа. Очень красивая монета. Ну, по поводу покупки этой монеты, я не знаю. Можете написать в комментариях, понравилась вам эта монета или нет. Хотели бы вы ее приобрести себе в коллекцию. У европейских дилеров она, в принципе, еще пока что есть, но в очень маленьких количествах. Еще есть она у европейских дилеров в магазинах. Но если вы хотите приобрести эту красивую монету, то вам нужно поторопиться. Потому что тираж 5000 для всего мира, и как для канадского тиража, это очень мало, очень мало. Обычно эти монеты быстро расходятся и уже мало всплывают на аукционах. Фактически, особенно эта серия, вы ее даже фактически на аукционе не найдете. Это очень редкая серия. Вся серия выпускалась в тиражах от 5000 до 5500. И найти где-то на каком-то аукционе эту монету какую-то за какой-то год очень тяжело. Ну и что можно сказать? Да, вообще-то я стараюсь собирать погодично монеты или там какую-то серию за какой-то год. Но вы все прекрасно знаете, сейчас цены на серебро, они очень стали кусаться. Ну а так как это пруф, хочу вам сказать, что в принципе то пруф это самодостаточные монеты. Они являются сама по себе монета, без даже серии. Она является законченным произведением искусства, которое сделал канадский монетный двор. Ну и любая монета из пруфа, это, я считаю лично, это уже законченный предмет, который стоит своих денег, своих вложений, который всегда будет радовать вас и ваши глаза своим блеском. Канадцы вообще, они постарались. Ихнее серебро это лунный блеск, белый. Вы сами видите, какая красивая монета и как она смотрится в руках и в ложементе. Ну что ж, буду заканчивать наш первый обзор по этой канадской монете. В следующем выпуске я планирую показать вам еще одну очень редкую монету. Ну и заодно сразу же как бы анонсировать серию видео. Все эти монеты будут посвящены, я так планирую выпустить еще 5 видео. Все эти видео будут посвящены столетию Елизаветы II. Монеты будут от разных монетных дворов. Перт Минта, Роял Минт английского, австралийская монета, ихний
королевский двор. И также к столетию будет канадская монета. Будет серия из 4 видео, и потом будет 5-е видео, объединяющее все монеты, где вы сможете выбрать, какая вам больше нравится, написать в комментариях. Ну а сейчас можете написать, понравилась ли эта вам монета в комментариях, чем она вам понравилась и хотели бы вы ее иметь у себя в коллекции. Ну что ж, буду заканчивать это видео. Подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных монет и очень много видео интересных. Ставьте лайки. Мне всегда приятно видеть, что моя работа не прошла зря, что люди смотрят, интересуются интересными монетами. Ну и на этом буду заканчивать. Всем удачи!